Всем любителям электротранспорта доброго времени суток! С вами Андрей и Евгений, канал Электроскутеры Skyboard. Сегодня у нас в гостях вот такой вот товарищ. Он приехал не с нашего района, чтобы показать себя вам и чтобы мы смогли объяснить вам, чем же Skyboard отличается от не скайборда. Мы специально заклеили логотипы данного байка, потому что этот байк в принципе наводнил рынок, и мы посмотрим, что же из этих двух байков лучше. Будем максимально непредвзяты, поэтому не переключайтесь, поехали! Сегодня мы абсолютно не обращаем внимания на внешний вид. Мы пройдемся по технической части. Мы сравним основные технические моменты и узлы данных байков и попытаемся найти как и плюсы, так и минусы. Ну давайте пойдем снизу вверх, спереди назад. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, колесо. Посмотрите, во-первых, на рисунок протектора данных байков, а я напоминаю, что это скайборд, а это не скайборд. Хотелось бы уточнить, что вот этот протектор все-таки немножко поудачнее. Почему? Просто посмотрите на рисунок. При торможении вода попадает в желобки, и ваш байк продолжает как бы плыть между поверхностью дороги и поверхностью воды, что немножко небезопасно. Здесь же мы тоже не можем этого момента исключать, но за счет рисунка протектора все-таки вода будет уходить. Да и зацеп здесь в принципе немножко получше. Поэтому я бы сказал 1-0 в пользу скайборда. Далее крылья. Но на крыльях мы задерживаться сильно не будем. Оба байка уже не раз испытаны нами, оба байка уже довольно-таки в боевом виде, но мне разве что показалось, что вот это крыло чуть-чуть поплотнее, поэтому дадим такой маленький плюсик в пользу этого крыла. И переходим к нашим передним амортизаторам. Как мы видим, здесь шток амортизатора и здесь различается по длине, и чем длиннее, чем больше ход амортизатора, тем, соответственно, больше плавность хода. Даже давайте сделаем так. Сейчас я вам покажу наглядно. Сниму. А вот об этом чуть-чуть попозже. Так, ну понятно, я со своим весом примерно 24 килограмма, ладно, 84 килограмма, добиваю стойку до самого отбойника. Здесь много еще? Чуть больше половины, подсказывает мне Евгений. Спасибо, Евгений. Оставайтесь на связи. Ну, я думаю, вывод тоже очевиден, и этот байк явно выигрывает. Далее переходим к нашим световым приборам. Как мы можем видеть, здесь у нас большая главная фара. Эта же фара напоминает мне чем-то легендарный мотоцикл Планета, Юпитер, например. Да? Похоже же, правильно? Так, ну и здесь уже современная яркая фара, причем с несколькими режимами. У нас есть туманки и, естественно, поворотники. Здесь же туманок нет, а поворотников тоже нет. Да ладно. А кнопка есть. Я туплю, да? Покажи мне, где поворотники. Ну, ладно. В смысле, кнопка реально есть. Все же я бы сказал, что вот этот байк мерцает и светит намного ярче, потому что, во-первых, за количество световых приборов на нем, во-вторых, за качество, потому что здесь у нас несколько светодиодов, плюс туманки, плюс поворотнички. Здесь же этого добра нет, здесь стоит только одна лампочка, и этот байк по яркости явно проигрывает. Ну а мы двигаемся далее. Звуковой сигнал присутствует на обеих моделях, и поэтому здесь 1.1, но мне до сих пор в голове не укладывается, как это есть звуковой сигнал, но нет поворотников. Ну ладно. Здесь мне действительно очень тяжело не сказать о внешности, но мы стараемся об этом не говорить. Давайте посмотрим на функциональность. Во-первых, здесь бачки непрозрачные, и уровень тормозной жидкости мы можем наблюдать вот в этом окошке, а учитывая то, что окошки имеют свойство, во-первых, загрязняться, во-вторых, загрязняться изнутри. Это, не совсем практично по сравнению с прозрачными тормозными бачками. Посмотрите, мы можем отлично наблюдать за уровнем нашей тормозной жидкости, и в случае чего мы можем ее подлить, убрать или заменить.
Еще одна из фишек на тормозах здесь это регулировка. При помощи вот этого вот колесика мы можем делать нашу ручку тормоза дальше, либо ближе и регулировать под ваш размер ладони и под ваш хват. Здесь же такого добра нет. Тормоза, в принципе, всегда на одном расстоянии от рукоятки. И это все-таки больше минус, чем плюс. Огромный мультифункциональный AMOLED-спидометр, он же бортовой компьютер, который показывает все ошибки и все функции данного байка, здесь отсутствуют. Здесь у нас такой вот девайсеныш, который может показать нам приблизительную скорость в километрах в час, но будем откровенны, частенько любые спидометры на данном, в принципе, на многих моделях Ситикока немножко привирают, поэтому мы используем GPS в наших сравнениях и обзорах. Здесь же мы можем увидеть скорость в километрах в час и такая вот слабенькая трехогневая индикация заряда батарейки. Здесь же мы не можем знать, какие функции есть на данном дисплее, разве что видим огромное преимущество — это его размер, поэтому нам пришлось его запустить. Мы видим скорость в километрах в час, мы видим пробег, мы видим заряд батарейки, вот такую вот индикацию. Иногда пробег меняется на заряд батарейки в вольтах, а также куча веселых штук, как индикаторы поворотников, которые показывают, включены они или нет, индикаторы света и так далее и тому подобное, вплоть до того, если какие-то системные ошибки возникают, этот бортовик нам это покажет. Но вы, в принципе, все, может быть, видели уже и в наших обзорах, поэтому, если не видели, заходите на канал Электроскутеры Skyboard и смотрите, там очень много всего интересного. Раз уж мы стараемся говорить о функциях, стоит заметить то, что здесь функций намного больше, такие как задний ход на двухколеснике, это, во-первых, новинка, новинка на всем рынке, это позволит вам сэкономить кучу времени и предоставит огромное удобство для выпарковывания из каких-то неудобных мест или разворота, например. Здесь также у нас есть дополнительные переключатели, которые отвечают за дополнительные световые приборы, трехскоростной режим, поворотнички, которые здесь есть на этом байке. Меня будет бомбить весь этот выпуск по поводу поворотников на этом байке. И, естественно, аварийка. И, в принципе, все. Ну, стоит упомянуть, конечно же, про нашу любимую штучку. Это наш зарядник для телефона с функцией подзарядки от USB. Держатель для телефона, точнее, с функцией подзарядки от USB. Теоретически, держатель для телефона можно установить на любой байк при помощи специального крепления. Но будет ли он заряжать? Для этого нужно прямое подключение к нашей линии, которая идет непосредственно к батарейке, которая уже заряжает батарейку вашего девайса. Там такого мы не наблюдаем. Но все же пойдемте посмотрим, чем нас удивит тот товарищ. Здесь же, как мы видим, все намного более лаконично и эргономично. У нас есть ключ. У нас есть кнопка управления нашим головным светом, кнопка управления поворотниками, которых здесь нет, звуковой сигнал и кнопка, которая не решает абсолютно ничего, она находится прямо здесь. Но сейчас настало время перейти к самым технологичным частям, а именно к батарейке и мотор-колесу. Идем назад. Вкратце о задней части нашего байка. Тормоза дисковые, гидравлические на обеих моделях, поэтому особо задерживаться на них смысла нету. И также по поводу мотор-колеса, как ни странно, я скажу, что тоже нету смысла долго их обсуждать, потому что мотор-колесо — это, в принципе, выбор производителя. Мы можем поставить помощнее, послабее. Разве что скажу, что на данной модели в данный момент стоит 1500-тысячное колесо. На нашей же модели стоит 3000-ваттный мотор, но я думаю, что поставить мотор помощнее и заменить все комплектующие внутри, такие как процессор и так далее, производителю не составит никакого труда. Да и разобрать колесо мы не сможем, потому что нам нужно вернуть байк в целости и в сохранности в то место, откуда мы его сперли, собственно. Поэтому давайте пойдем к батареечкам. Самая важная часть электротранспорта. Давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь же у нас вот такая вот батарейка на 48 вольт и 12 ампер-часов. Сразу хочу сказать, что мощность данной батарейки обусловлена, скорее всего, размером места под эту самую батарейку, потому что насколько бы технологии не шагнули вперед, все же большая емкость батареек пока что требует больших размеров, но мы к этому стремимся, чтобы это сделать таким обратно пропорциональным, чтобы разместить еще больше емкости в еще меньшей батарейке. Ну, 48 вольт на 12 ампер-часов, в принципе,
Пробег данной батарейки, исходя из нашего опыта, может составить порядка 25 километров на одном заряде. Так как мы в данный момент не наблюдаем здесь каких-то дополнительных мест под дополнительную батарейку, теоретически в защиту данного байка могу сказать, что вы можете купить еще пару батареек и везти их, допустим, в рюкзаке. Хотя, ну, не такая уж и тяжелая, но тем не менее. Давайте посмотрим, что у нас со скайбордом. У нас же стоит батарейка 60 вольт 20 ампер часов. Сразу видим размеры данной батарейки, да. И, кстати, хотелось бы отметить, что на данных моделях обе батарейки съемные, то есть мы можем их снять, отнести домой, заряжать. Данная батарейка, естественно, больше и намного тяжелее, поэтому, в принципе, чтобы тащить ее домой, это будет немножко сложнее. Но огромным плюсом является то, что на данной модели мы можем разместить до 3 батареек. И 3 батарейки довезут вас намного дальше, чем одна 12-амперная. Поэтому делайте выводы, господа. Здесь у нас расчет на дальность езды, на самое главное требование от электротранспорта. 2 батарейки здесь мы можем разместить под сиденьем, потому что наши батарейки располагаются вертикально, поэтому сэкономлено достаточно места. И 3-я батарейка у нас располагается в ногах. Вот она, родная. Поэтому данный байк можно назвать марафонцем среди электроскутеров. У компании Skyboard для вас есть хорошие новости. Весь следующий сезон мы будем проводить розыгрыши крутых призов. Поэтому, чтобы быть в курсе событий, подписывайтесь на наш канал. Следите за нами и выигрывайте действительно крутые призы. Ну а сейчас приятного просмотра. И одна из самых важных частей тоже это, естественно, амортизаторы. А амортизаторы это наш комфорт и безопасность. Здесь же амортизатор располагается горизонтально и крепится непосредственно от сидения к раме, которая вот таким вот вычурным углом загибается. Отмечу все-таки плюс данной конструкции в том, что так как рама жесткая, я не думаю, что каким-то образом мы сможем повредить заднее крыло. Ну и давайте оценим комфорт от данного амортизатора. Как там? А я так не скажу, это очень жестко на самом деле. Чувствуется то, что ход амортизатора очень короткий. По крайней мере, я чувствую это своим главным органом ездока. Ход амортизатора... Ход амортизатора очень короткий. Поэтому он будет ехать довольно-таки плотненько, но для пробития здесь тоже много не надо, учитывая то, что на таких байках катаются явно не дюймовочки. Давайте посмотрим, что у нас на скайборде. Чем же нас радует скайборд? Скайборд нас радует регулируемыми амортизаторами. У нас стоят 2 вертикальных амортизатора. Вы это сейчас можете наблюдать, я нет, потому что я почему-то вот здесь. У нас стоят 2 амортизатора. Мы можем их регулировать при помощи вот этой вот гайки. И также мы можем закачать воздух вот сюда вот в эти емкости, сделать наши амортизаторы либо жестче, либо мягче и контролировать комфорт нашей с вами езды. Ну и давайте по традиции попрыгаем. Намного мягче данный байк. Отлично. Да, все-таки данный байк намного мягче, и факт того, что мягкость эту можно регулировать, это огромный плюс в пользу байка от компании Skyboard. Ребята, свершилось чудо, мы нашли поворотники, а оказывается, они были сзади. Давайте посмотрим, что мы видим сзади здесь. Сзади мы видим стоп-сигнал и поворотнички. Аллилуйя, значит, та кнопка здесь приделана не зря. Ну и по таким моментам мы можем видеть, здесь у нас есть подножки для вашего пассажира. Вот, ну, естественно, куда же без них. И сейчас я хочу просто разнести в хлам одну штучку здесь, а именно вот эту вот саму подножку, на которой стоит байк. Подожди, а как она...
Подожди, а как она снимается? Твою мать! Что с ним? Она же убить же можно такой пружиной. Смотрите. Сейчас попытаемся этого избежать. Нет, подождите. Так, ну сразу скажу, что сидя на байке, подножку откидывать явно неудобно, но с другой стороны, при помощи вот этой педальки ставить на подножку, которая у нас идет с двух сторон, немножко поудобнее. Сейчас попробуем тихо съехать. Ну, явно позиция не самая натуральная, но, тем не менее, когда вы не готовы, этот звук даже довольно-таки пугающий. Ну и сама, в принципе, простота и лаконичность конструкции, это можно отнести как и к плюсу, как и к минусу. Естественно, меньше наворотов, меньше проблем. Но, с другой стороны, больше наворотов, больше интересных функций. По поводу сидения. Сиденье двойное. Оно немножко пошире и чуть-чуть покороче, чем скайбордовское. И также отсутствие багажника под сиденьем, так как здесь есть только место под батарейку. Также отсутствие в начальной комплектации багажника сзади, это, естественно, минус, так как мы хотим эксплуатировать наши скутеры намного полезнее, нежели просто держать это как игрушку. Так, ну и такая высокотехнологичная тряпочка, которая прикрывает название данного скутера, она в комплекте не идет, поэтому сразу еще скажу и по комплектации, что наша комплектация на скайборде богатая и хорошая, но, к сожалению, про данную модель мы не можем ничего сказать, потому что мы не знаем. А по поводу всех моделей от компании Skyboard и комплектации вы можете также посмотреть на нашем сайте skyboard.store. Ну и давайте посмотрим вживую, что же здесь у нас есть из того, чего нет на той модели. Естественно, тоже подножки для вашего пассажира, потому что сиденье двойное, сиденье удобное и мягкое, и немножечко подлиннее, чем на той модели, буквально на 5 сантиметров, я это замерял. Вот, но немножко поуже. Но, в принципе, ширина сидения, я не думаю, что сильно влияет на комфорт. Подножка для самого байка непосредственно, кстати, с функцией блокировки. В чем заключается блокировка? Когда вы стоите на подножке, ваш байк не может тронуться, если крутить рукоятку газа. Для чего это сделано? Это сделано для вашей безопасности, чтобы когда вы находитесь на парковке, сидите, отдыхаете и случайно крутанули газ, а почему, может, байк включен был в данный момент, а вы слушали музыку, например, через Bluetooth-колонку, и случайно крутанули газ, ваш байк никуда не поедет. Ну, естественно, багажник. Большой вместительный багажник. Багажник — это вообще одна из моих самых любимых штук на данном байке. Вот такая вот сумочка у вас будет в комплекте. Полный набор инструментов, при помощи которого у нас тут... Это наша боевая модель, поэтому у нас тут немножко все разобрано. Полный набор инструментов, при помощи которого вы сможете сами собрать и разобрать ваш байк, и даже ключ для амортизаторов. Кстати, инструменты довольно-таки высокого качества, очень крепкие, из толстого металла. Посмотрите, мы сколько раз все подкручивали, нигде ничего не срезалось, и ничего с ним не случилось. Ну, я думаю, что и не случится. Ну, в принципе, наверное, на этом все. Давайте сделаем кое-какие выводы. Что хотелось бы сказать по поводу этой модели? Естественно, хотелось бы сказать только о плюсах, потому что у нас сегодня такое доброе позитивное сравнение. Плюсы, конечно же, самый главный плюс – это цена данного байка. Он будет намного дешевле за счет своей простоты и максимально лайтовой комплектации. Это и непрозрачные тормозные бачки, и невысокая мощность мотор-колеса, и невысокая емкость батарейки. Мы знаем, что батарейка — это одно из самых дорогих, в принципе, устройств в электротранспорте. И также к плюсам все-таки мы не хотели говорить о дизайне, но скажу, что отнесем такой более классический ретро-дизайн. Кстати, я нашел плюс в этой подножке. С этой подножкой можно сидеть без ног на земле, и можно даже сделать вот так. Ой.
Нет, так лучше не надо делать. Вот, но тем не менее можно сидеть без ног на земле. Ну и я не прям чтобы уверен, но мне показалось, что пластик крыла на данной модели немножко потолще и попрочнее. Ну а сейчас давайте перейдем к скайборду. Что касается модели Skyboard, здесь, естественно, на много порядков больше функций. Он мощнее, он дальноходнее. В нем можно разместить до 3 батареек 60-вольтных, 20-амперных, что является огромным преимуществом для электробайка как такового, потому что суть электротранспорта в том, чтобы быстро, дешево и экологично добраться из точки А в точку Б. А как известно, расстояние между точками может варьироваться от нуля до, в принципе, бесконечности. Так, ну, по поводу комфорта, хотелось бы отметить здесь систему амортизации. Система амортизации здесь намного мощнее и, что самое главное, вариативнее. Про внешний вид мы стараемся не говорить, но я думаю, что это все-таки на любителя. Данный байк выглядит как смесь классики с таким чем-то современным, и я думаю, что это тоже классное решение. Ну и, естественно, к минусам все-таки данного байка хотелось бы отнести его большую стоимость, нежели его младший, так скажем, товарищ. Ну, а по поводу стоимости всех байков и всех моделей вы можете узнать на нашем сайте skyboard.store. И уже после того, как вы, дорогие друзья, посмотрели на наши байки на сайте и такие подумали, а вот бы посмотреть на них вживую, покататься, пощупать, понюхать, потестить, пообщаться с консультантами, задать интересующие вопросы, так, пожалуйста, вот вам список городов присутствия. Здесь вы видите магазины, находите магазин в вашем городе, записывайтесь, приходите, а далее вы уже выбираете и приобретаете байк именно для ваших целей и задач. Ну а с вами, как всегда, были Андрей и Евгений, компания Skyboard. Всем пока! Сегодня мы абсолютно не обращаем внимания на внешний вид, потому что, во-первых, на вкус и цвет товарища нет, во-вторых, Skyboard лучше.